На тихом кладбище, где мягкий свет осеннего солнца пробивался сквозь деревья, собрались люди, чтобы проститься с женщиной, которая была любящей матерью и хорошим другом. Среди них был 4-летний мальчик по имени Саша. В этот день его мир перевернулся. Он не понимал, почему мама не может быть с ним, и его маленькое сердечко было полно горя и недоумения. Когда гроб с телом его матери был опущен в землю, Саша, не в силах сдержать свои эмоции, подбежал к нему. Он забрался на гроб и, глядя на него с надеждой, произнес: «Мама, вставай, пожалуйста». Его голос был полон искренности, и эти слова, полные детской веры, пронзили сердца всех присутствующих. Люди замерли, не в силах сдержать слезы, увидев, как маленький мальчик искренне надеется на то, что его мама вернется. Тетя Саши, стоявшая рядом, почувствовала, как ее сердце сжалось от боли за племянника. Она подошла к нему, присела на корточки и мягко сказала: «Саша, дорогой, мама не может встать. Она отправилась на небеса, где ей теперь хорошо». Она старалась говорить спокойно, чтобы не причинить еще большего горя своему племяннику, но в ее голосе звучала печаль. Саша, не понимая до конца, что значит на небесах, продолжал смотреть на гроб с надеждой. «Но она ведь обещала, что всегда будет рядом», — воскликнул он, его голос дрожал. От эмоций все присутствующие почувствовали, как их сердца сжались от этого простого, но глубокого вопроса. В этот момент они осознали, как трудно маленькому ребенку справляться с утратой. Тетя обняла Сашу, стараясь утешить его. «Она всегда будет в твоем сердце. Саша, ты всегда сможешь помнить ее и говорить с ней, когда захочешь». Мальчик, все еще не понимая всей тяжести ситуации, кивнул, но в его глазах читалось недоумение и печаль. Собравшиеся начали подходить к гробу, чтобы отдать последние почести. И каждый из них не мог не заметить, как маленький Саша продолжал сидеть рядом, обняв свою игрушку, с которой мама всегда играла с ним. В этот момент он стал символом невинности и любви. И все присутствующие поняли, что даже в самые тяжелые моменты важно помнить о тех, кого мы любим, и о тех, кто остается в наших сердцах. Похороны завершились, но память о женщине, о ее любви и заботе, а также о том, как ее маленький сын искренне просил ее вернуться, осталось в сердцах всех присутствующих. Это был день, когда они все вместе научились ценить каждое мгновение и помнить, что любовь никогда не исчезает, даже если физически любимые люди покидают нас. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.